Всем привет! Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента в части формирования Кабинета министров. Это предложение связано с 25-летним юбилеем Конституции России, отмечавшимся 12 декабря прошлого года. По мнению автора идеи, пришло время обновить основной закон страны. Повод есть. День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. При текущем раскладе политических сил предлагаемое Володиным изменение Конституции, безусловно, каких-либо серьезных изменений в управлении страны не повлечет. Правительство и парламент контролируются партией власти, поэтому у действующей власти нет никаких проблем с принятием решений на любом государственном уровне. С одной стороны, предложение об изменении Конституции сделано в целях приведения ее в соответствие с современными реалиями. С другой стороны, Володин, являясь председателем Государственной Думы, предложил по сути поменять основной закон в своих личных интересах. При этом напомню, что Конституция – это закон, который направлен на упорядочивание власти в стране. Вместе с тем, Конституция фактически никогда не была препятствием для власти в решении своих вопросов. Законы, касающиеся базовых прав и свобод граждан, появляются без внесения изменений в основной закон. Отношение власти к Конституции полностью оправдывает поговорку «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». По большому счету, Конституция страны не работает и носит номинальную функцию. Статья 55 основного закона говорит, что в России не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Однако при внесении изменений в пенсионное законодательство Госдуму это нисколько не остановило. На этом фоне предложения Володина внести изменения в Конституцию звучат как-то иронично. Обозначенная спикером Госдумы идея скорее говорит не об изменении отношения государства к закону, а о подковерных войнах чиновников за власть. В связи с этим предложение изменить Конституцию – это больше признак серьезного застоя власти, чем ее пробуждение. Друзья, а что вы думаете по поводу изменения Конституции страны? Спасибо за внимание. Пока.